Сегодня готовим нежное, ароматное, вкуснейшее и сытное блюдо шакшука по восточным мотивам и нашему семейному рецепту. Всем привет, вы на канале Тата на кухне и с вами Сергей. Вы подумали, что у нас будет сегодня яичница? Нет. Сегодня у нас будет блюдо с восточным акцентом и интересным названием шакшука. Восточное блюдо, но в нашей европейской интерпретации. Я собрал начинку для шакшуки из того, что было в холодильнике. Это и мороженый перчик, и помидоры черри, специи, оливочки, а также вот домашние куриные наггетсы из филе, зелень. Набор нехитрый, получается реально быстро и вкусно. Начинаем с лука. Нарезаем лук мелко. С луком покончено. Теперь сладкий перец. Что касается шакшуки, название такое интересное. Родом это блюдо считается из Ближнего Востока, Марокко, Израиль, кто как предполагает. Но на самом деле это блюдо готовят яичницу, грубо говоря, с овощами во многих странах, во многих культурах. Поэтому здесь все зависит от вашей фантазии. Яйца с овощами это всегда сытно, быстро и хороший вариант для завтрака, да не только завтрака и ужина и так далее. Сладкий перец у меня замороженный, но от этого не менее ароматный. Так как блюдо у нас восточное, обязательно присутствует чеснок. Чеснок здесь дает очень яркий вкус и аромат и подходит очень хорошо. Раздавливаем чесночок и нарезаем не сильно мелко, чтобы он у нас на сковородке не сгорел. Чесноком готово все у нас. А теперь я порежу сюда парочку оливок. Оливки были в холодильнике, почему бы их не использовать? Я использую вот такой вот вариант, нарезаю их колечками. Оливки у меня темные, можно использовать и зеленые, не принципиально. Я вчера готовил куриные наггетсы по своему рецепту. Кстати, этот рецепт у нас есть на канале. Вот это, по сути, куриное филе зажаренное. Вот. Я порежу его вот такими вот кубиками. Это будет и сытно, да и вкусно. Сюда можно использовать, конечно же, и ветчину, и просто вареное куриное мясо. Это добавит именно реально сытности нашему блюду. А к наггетсам порезанным еще один дополнительный секретный ингредиент у нас будет. Это грибы. Грибы консервированные, шампиньоны, то есть они доступны, будет интересно и вкусно. Мы нарезаем все, что у нас есть в доступности. Также для украшения и вкуса у меня есть помидорки черри. Я их просто вот так вот пополам разрежу. Мы их бросим туда, нашу шакшуку целенькими такими. Они будут отлично сочетаться. А восточный аромат нашей шакшуки придадут вот такие вот специи. Это же, конечно, зира, по-другому кумин, кориандр молотый, паприка. И по желанию, у меня просто они были в наличии, каперсы. Они усилят вкус нашего блюда и будет интересно. Ну что ж, мы все нарезали. Переходим к сковороде и будем жарить. Времени для этого понадобится совсем немного. Ставим сковороду, прогреваем. Сковорода у меня чугунная, поэтому прогреть ее нужно хорошо. Зато результат того стоит. Сперва наливаем растительное масло. Можно использовать оливковое. Но я рекомендую вот такое вот рафинированное масло используем. И кладем, я подготовил заранее, сливочное масло. Это придаст такой сливочный именно вкус, приятный. Главное его не спалить, поэтому прикручиваем огонь. Пускай оно равномерно растает. Первое мы кладем зиру, пускай она отдаст все ароматы. Это очень ароматная специя. Поэтому пускай она прогреется в масле, эфирные масла выделятся и будет очень вкусно. А теперь высыпаем лучок, обжариваем его немножко, до полуготовности. Вот так. Далее высыпаем наш перчик, вот так вот. И припускаем его до полуготовности. Пускай уменьшится в объеме. А теперь пришло время чесночка. Пускай отдает свой аромат. Я и положу сюда грибы. Покладу. Лишняя влага с них выйдет. А теперь забрасываем остальные наши продукты. И курочка, и оливочки, и помидорчики. Все это перемешиваем хорошенько. Вот так.
Овощи у нас практически хорошо обжарились. А теперь я использую томат собственного приготовления. Это домашний томат. Можно использовать помидоры. Но сейчас зима, поэтому вот такой вот томатный сок. Можно разбавить томатную пасту, но, конечно, со свежих томатов будет лучше всего. А также сюда кладем наши каперсы, паприку, кориандр. Так. Все это дело мы хорошенько присолим. Для балансов, как говорится, немножко сахарку. Вот так. Перемешиваем и протушим, чтобы все это объединилось. Посмотрите, как красиво у нас все объединилось. Яркий цвет, насыщенный аромат всех овощей, всего. А теперь настало время яичницы. Так скажем, готовим место под каждое яичко. Разбиваем аккуратненько. Стараемся, чтобы желток у нас остался целый. Вот так вот. Готовим следующее место. У нас 3 яйца. Я распределю именно вот так. Есть такое дело. И, пожалуй, вот сюда мы поместим 3-е. Есть. А теперь прикручиваем и ждем, чтобы белок схватился, а желтки у нас остались целыми. Не забываем яйца чуточку присолить сверху. Вот здесь желточки наши. Так как соль усиливает вкус, будет все очень хорошо. И сверху я черным перчиком пройдусь для усиления вкуса и аромата. Можно, конечно, посыпать было и горьким перцем, но мы сильно горькое не едим, поэтому используем черный перец. Нарежем зелень. У меня тут такое ассорти. Зеленый лучок, петрушечка и укроп. Отличное сочетание. Нарезаем меленько. И когда она будет практически готова, все это сверху присыпем и украсим. Посмотрите, не прошло и 10 минут. Наша шакшука готова. Присыпаем свежей зеленью. Сочетание зелени, помидор красных. И ароматов стоит просто весеннее такое. Обожаю это блюдо. Готовить его и на завтрак, и на ужин, и на обед. Вот такой нехитрый рецепт. А получится, я уверен, просто у всех. Посмотрите. Вот так вот. Достаточно. Вот наша восточная шакшука готова. Или же это просто яичница с овощами. Друзья, вот такой вот быстрый, вкуснейший рецепт шакшуки. Берите себе на вооружение. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вы любите яичницу, шакшуку. Всем спасибо, до новых встреч. Пока.